Хо-хо-хо. Всем привет! Привет! Вы на канале «Из города на дачу». Фух. Привез клей, да, Да. а для чего мы сейчас расскажем. Мы продолжаем ремонт, вернее строительство нашего нового крыльца, и сегодня у нас будет следующий этап. Мы будем оформлять наш красивый пол, будем класть плитку. Ох, наконец-то. Да, Интересно, мы делали разные работы, а плитку ни разу не клали. не клали. Ну разве что тогда, помнишь, в кухне, возможно, кто смотрит из зрителей нас давно, тогда в кухне мы поклали 2 ряда из 8 штучек, да? 8 или из 6 8 штук. плитки. Вот это и все было. Мы люди в этом неопытные, поэтому вначале мы хотим подготовить поверхность, сделать ее более-менее ровную, чтобы нам было легче класть плитку. Мы посмотрели для этого немало видеороликов, да, по укладке плитки. Ну и очень надеемся на вашу поддержку и что у нас все получится. Итак, с чего начинается укладка плитки? Ну, конечно же, с подготовки поверхности. И пока мы занимаемся этим процессом, расскажу вам, как мы выбирали плитку. Ну и вначале прогулялись по местным строительным магазинам и окунулись в разнообразие плитки из керамогранита. Но, если честно, так надоело наблюдать вот такие картинки, ведь керамогранит, он полированный, имеет глянцевую поверхность, а со временем полировка стирается, на плитке появляются царапины, а то и вовсе трещины, и ничем уже это не исправишь. Так что зря мы потратили время, ну а что же мы выбрали, расскажу дальше. Краткопульт мне нужен для того, чтобы сюда мы нальем грунтовку, и я загрунтую поверхность. В принципе, можно это делать и валиком, но у нас есть краткопульт. Новый, да, баллончик, вернее канистра. Но еще один момент. Мы тут пока убирали, подготавливали поверхность, обнаружили, что у нас очень много, да, вот каких-то неровностей, и они довольно-таки критичные для укладки плитки. Поэтому мы решили сейчас загрунтуем, дадим высохнуть и еще раз пройдемся цементом, вот, чтобы уже заделать эти дыры, а потом уже будем приступать. Еще раз прогрунтуем и потом приступим уже к укладке плитки. Так, я думаю, будет лучше. Итак, от керамогранита нам пришлось отказаться. Мы пришли домой, все взвесили, и оказалось, что для нас самое главное, чтобы плитка была не скользкой, морозостойкой, ударопрочной, ну и самое главное, простой в укладке. А еще, чтобы мы могли обойтись без плиткореза. Вот такие у нас требования. Классная штука, краскопульт. Минута-две, все готово. Так, погнали дальше. А после первой укладки плитки на стену у нас с Ромой появилась установка, что мы принимаемся за ремонтные и строительные работы разного рода, но только не за работы по укладке плитки. На эти работы мы лучше наймем специально обученного человека, и не важно, сколько будут стоить эти услуги. Но сейчас мы нарушили нашу установку, и вот мы подготавливаем поверхность, полной уверенностью, что у нас все получится. А еще отдельная благодарность нашей классной группе поддержки в телеграм-канале. Кстати, кто не подписался, переходите по ссылочкам, присоединяйтесь к нам. Ну и почему же мы так уверены? Потому что выбрали клинкер не совсем, скорее всего, аналог клинкеру, а именно полимер песчаный композит от компании Vieco. Эта плитка подходит по всем нашим требованиям, даже более того, по своим характеристикам она превосходит коллекции из клинкера, керамогранита и бетона. Ну и сейчас мы вам ее покажем. Ну что, более-менее мы подровняли нашу поверхность. Теперь пускай она подсыхает, а мы покажем вам нашу плитку. Пойдем. А вот и наша плитка. Посмотрите, какая она красивая. Тут, конечно, не сильно передается оттенок, цвет. Очень классная. Вот. С такими вот бортиками. В общем, красота. Так, не буду уже убирать. Вот с этой стороны вот так она выглядит. Кто тут чихает у меня? Томочка, ты чихала? Почему? Угу, так она и ответила. Плитку храним сейчас здесь в коридоре, и наш уютный коридорчик терпит бардак, снова строительно-ремонтный. Но это временно. Мы плитку уложим, и все, здесь будет снова чистота, красота. Тоже уберем столик. Ну, пока так. Вот она, наша прелесть.
так она будет. Хоп. А фронтальные вот здесь. Ну, должно быть красиво. Персёныш, ты тоже будешь помогать? Ты помощник еще тот, я знаю. Молодец. Это бригадир наш. Везде следит за выполнением работы, чтобы все делать качественно и хорошо. Начнем укладывать плитку. Вот, наверное, с этого угла. Сейчас немножко персика я подвину. Вот здесь. Но нам здесь, конечно, мешать будет столб. Поэтому очень важно нам подрезать угол, чтобы он был ровненьким. И он сюда вот вставлялся. Так что сейчас возьму болгарку и как-то это буду делать. Персик. Шо? В общем, у нас такая угловая ступень, и мы хотели ее красиво сюда уложить. Вот. Но получается у нас здесь такое препятствие, вот такой столбик. Сначала мы хотели просто вот по столбику отрезать вот этот кусочек. Но ничего не выйдет, будет некрасиво, и дальше мы намучаемся здесь вырезать вот этот бортик и крепить его дальше. Поэтому мы тут крутили и придумали, что, скорее всего, что мы вот так вырежем, вот сколько надо, просунем, а здесь уже добавим, будет уже намного легче отрезать прямой кусочек и добавить сюда. Летая, глянь, и не будет дергаться. Супер. Отлично. Ну все, теперь будем плитку класть. Плитка состоит из полимер-песчаного композита, в ее составе 75% песка, что придает нескользящую поверхность, и 25% это полимер. Теперь накладываем клей в середину плитки. И вот забиваем все вот эти отверстия. Хорошенько, чтобы не было воздуха. Так, ну кладем самую первую плитку. Это самое важное. Да, кстати, она такая тяжелая, с клеем получается. Так, вот так. Так, быстренько, чтобы клей не отвалился. По инструкции плитку и ступени необходимо класть на цементно-песчаный раствор с добавлением клея до 20%. Это связано с тем, что полости достаточно высокие внутри плитки, а плиточный клей дает усадку на большой толщине, и это может вызвать отслаивание плитки от поверхности через какое-то время. И этим важным элементом технологии не стоит пренебрегать, как утверждает производитель. Здесь возле стены у нас полная плитка не влазит, поэтому мы вот отрезали кусочек и сюда вот положим. Так, и теперь крестиками выравниваем, чтобы зазоры везде были одинаковыми. И здесь, и здесь. Ну ничего, Лянь, вроде что-то получается у нас. Супер, Ром. Выглядит красиво. Да. Так, пошли следующий ряд. Наверное, вот туда, в длину здесь сделаем, да? Да. Первый вертикальный слой мы поклали. Такой получился вроде бы ровный, а теперь пойдем сюда, на горизонтальный. Ну а здесь после укладки первых 4 плит мы почувствовали себя профессионалами, и работа пошла намного веселее. Ну и как же хорошо, что наш первый опыт по укладке начался именно с этой плитки. Работать с плиткой было очень просто и удобно, она податливая в обрезке, подгонке, ну и за время работы у нас не было никаких сколов и лишних надломов. Кстати, при укладке использую уровень, но это не только для того, чтобы плитку ровно класть, но и для того, чтобы получился небольшой уклон. Это нужно, чтобы не застаивалась вода и лужи. Если выступил раствор, сразу промываю его водой, чтобы он не успел застыть. Но если вы не успели сделать эту процедуру сразу и ступени испачкались, то можно использовать специальное средство для смыва цементных пятен, антицемент, либо средство по удалению высолов. И делать это лучше после герметизации швов, чтобы жидкость не попала в клеящий состав между плиткой и основанием.
общем, уложили вчера плитку вот в этой части. Все у нас получилось классно. Сегодня утром проверяли, ничего не отвалилось. В общем, сегодня продолжаем класть плитку вот в этой части. Надеемся, что сегодня мы ее наконец-то уложим. Уже делаем это более уверенней, да, и как-то красиво получается, вдохновляет на работу. Нам тут помощники, смотрите, лапки свои оставили, отпечатки. И тут лапки. Ой, ну это точно персик. Прораб проверил работу. Последний ряд плитку нужно было подгонять по размеру. Рома делал замеры для каждой плитки отдельно, переносил их на саму плитку, а лишнее отрезал с помощью болгарки и при этом используя круг с алмазным покрытием. Так, сделали мы всю поверхность нашего крылечка, а теперь осталась ступенька. Здесь как раз у нас получается 4 плитки. Мы померили, и прям получается практически идеально. Как раз. Как Да. под нее делали, да? Или как плитка под нас Да. делалась. Как вроде мы знали, что так она здесь и будет. Здорово. Не, ну смотри, как классно смотрится, Рома. Ну и, конечно, друзья, наш канал не обучающий по ремонту и по строительству, он больше вдохновляющий. Знаем, что вы смотрите наш канал и что-то берете для себя, поэтому я должна здесь озвучить золотое правило плиточников. Когда они кладут ступени, у них есть такое золотое правило, они кладут их с нижней и наверх. А мы здесь его нарушили. Почему? Потому что они кладут боковые стороны, потом кладут ступень, но у нас получается, что боковые стороны, они будут из другого материала, поэтому мы выложили плитку только по поверхностям, ступени и полностью нашего основания, ну а уже боковые части мы будем класть потом. Ну и, возможно, логично сказать, что, ребят, надо было сначала бока сделать, а потом уже класть плитку. Ну, этот материал придет немного позже. Несмотря на то, что в режиме таймлапс все работы проходят очень быстро, но это только на первый взгляд. В реальной жизни мы выполняли работу намного медленнее и не спеша, но зато с каким азартом. А еще когда работа, которую ты делаешь первый раз, хорошо получается, ну, на наш взгляд, нам кажется, что мы работу выполнили очень хорошо. Ну а специалистов по укладке плитки со стажем просьба судить не слишком строго. Работы по укладке плитки окончены. Теперь моем инвентарь, убираем все лишнее, чтобы приступить к следующему этапу работ. А у меня здесь в коридоре вот такой вот бардак. Вот, и я сейчас хочу быстро все здесь убрать. Уборка территории коридора окончена, а у нас стояла жуткая жара, и как же хорошо, что имеется летний душ, где можно охладиться, а потом на лежанке полежать, набраться сил и приступить к следующей работе. Так, далее плитки, вернее клею под плиткой хорошо высохнуть, наверное, больше суток. Сейчас с помощью строительного пылесоса соберу остатки клея, будем уже заполнять швы герметиком.
Герметик для швов мы взяли вот такой, специально коричневого цвета, чтобы тоже по цвету подходило. Но вначале швы со всех сторон, с двух сторон, я пройдусь малярным скотчем, чтобы не вымазать саму плитку. Герметизацию швов лучше делать, используя жгут из вспененного полиэтилена, как показано в видеоинструкции выше. И только после жгута клеить малярный скотч и заполнять швы полиуретановым герметиком. Но в нашем случае швы были заполнены раствором. Мы решили их не очищать, сразу же приступили к герметизации. Ну и пожалеем ли мы об этом или нет, время покажет. Наклеил я 2 ряда, скотч уже почти заканчивается. Наверное, мы будем делать так. Пройдемся 1 ряд, потом этот скотч сюда будем переносить подальше. Ну вот так, силиконить сейчас уже будем. Еще немножко осталось. И будем заделывать швы. И персик пришел мне помогать. Да? Как скелет, худой. Жарко просто, они не хотят много кушать. Целый день на улице бегают, воду пьют. Да, персик. Все нормально у тебя? О, пошел. Опа. Ну и в этот момент, когда мы думали, что мы уже на финишной прямой, а нет, нас подвел вот этот хрупкий металлический пистолет. Поэтому работы окончить вовремя мы не смогли и пришлось ехать на следующее утро на рынок, чтобы прикупить еще 2 таких пистолета. Так, поехали на рынок, взяли новый пистолет, также еще герметика добрали, ну и, как видите, уже доделали всю плитку скотчем. Теперь осталось немножко герметизировать, как правильно. Ну, в общем, герметиком пройти до конца все швы, и уже можно будет потом, чуть позже, когда подсохнет, скотч снимать. Работаем с герметиком, выпачкивается внешпотелек, и как бы не хочется постоянно бегать его, растворителем вытирать, неудобно. И я приспособилась, обычные вот антибактериальные салфетки хорошо протирают его, и потом дальше продолжаю работать. Думаю, о, чудеса. А так больше ничего, да, не берет этот герметик, уже и мылом, и постным маслом, ничего. А вот такие обычные... Салфетки всему голова, да? Обычные, да. И получается все хорошо. Герметик в таких работах лучше использовать полиуретановый, так как в отличие от силиконового он стоек к ультрафиолету. Так, ну что, Рома, у нас остались последние штрихи нашей работы. Осталось снять скотч и уже наслаждаться абсолютным результатом наших трудов. Да, молодец, давай 5. Давай. Начинать, наверное, будем с того края. Давай. И пойдем в ту сторону. Очень интересно, как оно у нас получается. А ну. О, глянь, отлично. Так, давай будем дальше скотч отрывать. Ну что, вот такая красивая плитка у нас получилась. Мы ее еще немного промыли, теперь меньше разводов. Так она немножко грязненькая была, но нам очень понравилось. Круто. Самое главное, что она не скользкая. Ну и, конечно же, здесь хочется оставить кадры, как было до и что у нас получилось после недолгой, но кропотливой работы. И небольшая просьба к вам поддержать наши труды лайком и хорошим комментарием.
Ремонты, стройки, это все хорошо, но вот запасы на зиму никто не отменял. Как я уже говорила ранее, у нас нет хороших урожаев огурцов, поэтому мы специально в этом году их не высеивали. Но зато у наших соседей очень плодородная земля, да и опыта у них в этом побольше. И у нас с ними договоренность, что если у них останутся лишние огурчики, то мы первые их покупатели. Ну и солить огурчики я буду нашим обычным традиционным семейным способом. Собираю в огороде всю необходимую зелень, листья хрена, листья ореха, также стебли укропа. Ранее я даже добавляла листья вишни и смородины. Но в этот раз я решила обойтись, потому что решила добавить листья дуба. У нас за двором растут дубы, поэтому сейчас я пойду и нарву там несколько листиков. Персик, персик, догоняю. В прошлом году на этом месте я пасла своих козочек, и они очень любили листья дуба, а также желуди. Поэтому во время нашей прогулки мы здесь застревали надолго. Но в этом году из-за прошлогодней засухи дубы стоят практически без желудей. Но я сорвала вот такую веточку с небольшими листьями и сейчас буду использовать их для засолки огурцов. Всю зелень раскладываю по баночкам, также добавляю зубчики чеснока, ну а позже приступаю к укладке огурцов. Хочу показать вам вот такой вот перчик мы привезли из отдыха. Но вообще нам его продавали вот такого цвета он был полностью. А со временем вот перчики выросли и стали красными. Ну, в принципе, это и хорошо. Вот. И сейчас я их добавлю по перчику в каждый бутылек. Красота! Теперь добавляю перец горошком, соль. Огурцы буду заливать холодной водой. Банки накрою капроновыми крышками, и так как близится прохладный вечер, оставлю их на ночь на улице. Ну все, огурчики готовы, так что зимой не пропадем. В прошлом видео мы показали, как Рома расчищал участок от травы, но так увлеклись этим процессом, что забыли вставить кадры, что у нас из этого получилось. Так что вы просили, и мы вам сейчас покажем. Так, во дворе выкосили мы всю траву, и вот такая красота получается. Это здесь, в ближнем дворе, и пойдемте еще покажу там. Вот здесь тоже уже очень чисто. Хорошо, что у нас коса. Теперь можем делать красоту. И на винограде тоже все почистил. Так, тоже чисто, как в парке. А когда еще сделаем тот забор на заднем плане, вообще будет красота. Да, супер.
Так, посмотрите, сколько здесь перчушек даже вот на маленьком кустике будет перчик. Персик. Персика, кстати, тоже называют перчиком у нас сосед. Посмотрите, какие перцы. И, походу, еще будет урожай здесь. Поэтому я сейчас оборву. Сегодня я их пожарю и заправлю чесночным соусом. Так, сейчас я его весь соберу. Ох, и ароматный какой! Я там сейчас еще, кстати, суп варю, поэтому тоже добавлю одну перчинку. А вот на этом кусте, посмотрите, сколько маленьких перчиков. Я их срывать не буду, пусть растут. Покажу вам, каких зверушек мы прикупили для нашего двора, сада в фикс-прайсе. А вот такого ежика привезли с нашего путешествия. Так, и я хочу взять вот эту уточку. Вот, Рома там ванна помыл, набрал. Хочу сейчас ее там запустить. Вот, и такие милые жабки, уточки, хомячок, вот, черепашка. Классные такие. Мы сейчас распечатаем нашу уточку. Оп. Вот, видите, как она. И будем запускать. Так, а ну, плыви, уточка. Оп. Ой, класс. Ну вот, теперь ванна не выглядит такой скучной. Теперь у нее есть свой обитатель. Вот такая уточка. Прикольно. Немного поделюсь, что у нас тут и как у нас тут вообще. У нас здесь очень жарко, стоит безумная жара. Мы даже вот немного с роликами, с выпуском роликов задерживаем. Просто очень сильная жара, и порой вести съемки, ну, нереально. Вот, потому что для съемок нужно нарядиться, привести себя в порядок, вот, одежду надеть. А мы здесь, конечно, в такую жару, если выбегаем, то бегаем в несъемочных костюмах. И вот, когда немного солнца уже заходит за дом, здесь можно уже что-то делать, работать и все успеть. Кондиционера нет, дом очень сильно прогревается, поэтому вот где мы сделали крыльцо, здесь уже хоть как-то более-менее быстрее солнце уходит и становится, ну, не прохладно, но хотя бы уже нет этого солнца жаркого. И вот вторая часть дома, она у нас открыта очень долго, поэтому там в комнату вообще невозможно зайти. Мы хотим там с Ромой сейчас натянуть тен, поэтому мы сейчас вот этим и займемся. Так, а вот и Рома с тенами. Да, у нас есть два вот таких тена, нам наши родственники отдали. Правда, они немножко грязненькие, поэтому мы сейчас тут на камнях их разложим, промоем хорошенько со шланги, заодно и дверь. Дверь, говорю. Заодно и двор остудим. Это жара, я предупреждала. О, Лёнь, ну они большие. Большие какие? Большие, да. Отлично. Что, я пошел воду включить? Да, включай. Водичка. Идет, сейчас пойдет. О, хорошо. Вот так и выживаем в жару. Давай, наверное, буду поливать, Да. а ты будешь вымывать. Ой, сразу такой аж свежий воздух, озон пошел. Ага. Да, заодно и двор побрызгаю так.
Так, Викулечка, давай, наверное, их в длину свяжем. Да, и Да. как раз будет на всю часть дома. Да. Вот тут специально есть такие отверстия. Да? Вот так. Они будут совпадать? А ну, давай примерим. Да, я думаю, Да, ну, почти совпадает. совпадают. оно ж одинаковое. Ну, О, вот так подвяжем по этим дыркам. мгм. Потом уже растянем, и там уже к дому как-то будем Давай. тоже подвязывать. Заноси. Вот так, да? О, сильно длинный получается? Или нормальный? Дальше ну. идти, да? Не, смотри, сейчас я на свой край дома, а ты на свой. О, ну как раз, да? На весь дом. Да. Супер. Теперь, наверное, привязываем вот туда, где у нас там гвоздь есть, там веревка. Мгм. Теперь подвязываем и попробуем как-то так сделать. Вот этот край куда? К вот этой трубе. Нормально она К этой держится? Ну, ты так Давай. потрогай ее. Ну, такое, Нормально. да? Серединка наполовину. Не улетит. Давай сейчас повыше, Так, так, чтобы подтягивай. привязать. Выше, повыше, повыше. Оба. Еще надо повыше, Ну, да? маленько еще. И натянуть. О, Так, наверное, пойду за Ты лестницей. держи. А, ну, так, в принципе, нормально. Тогда, Да. а ну, ножик у тебя, у меня? нет, там. Томочка. Ой, Лень, здесь уже хорошо будет. И не будет утром в окно светить. Жарить Да, в окошко. может, мы наконец-то Да штора же не справляется. поспим. Оп, оп. Здрасте. Соседи тут у нас ездят. Да. Взяли себе, как он, аккумуляторный такой, трехколесный. Да. Мопед, велосипед. не Мопед знаю, или как что он такое. называется. Такая классная штука. Очень По селу классно. мотается. Мы бы тоже себе такое взяли, ну, гаража нет. Да. Некуда ставить, и так уже весь погреб забитый. То бетономешалки, то генераторы. Ничего, будет, Рам, правильно? Да, куда нас спешить? Им по 60 лет, да? А нам еще 40 нет. Поэтому Ну, кому-то Ещё есть куда расти. Нет 40. Так, ну что, солнышко, как тут? О, да, хорошо. Солнышка нет. Получается, наверное, метра полтора-два. Такой небольшой навес у нас получился. Ну хорошо, что теперь не будет в окно дуть. И Не греть сильно не будет, да, да? стену. И розочкам будет полегче. Получается, одну часть дня только будет солнце сюда попадать. Может, они не так будут И не сохнуть. так долго теперь, да. Да. Потому что они у него даже, смотри, вырастают уже сухие. Уже гербарий раскрывается сразу. Ну да, они вроде как уменьшились, да? Но все равно мы их поливаем часто, поэтому вот их она рождает бутоны, а вот дальше не хватает их напоить всем. Поэтому Фух. такие маленькие. И им хорошо будет, и нам. Да. Теперь надо здесь лежанку, кресло, столики. Вообще хорошо было бы запланировать вот на будущее, сделать тоже такой навес, вот как на крыльце, продолжение такое. Но с другой стороны, вот знаете, нам летом, да, нужен навес, а зимой нужно солнце, потому что дом прогревается от этого солнышка. В Да. общем, надо что-то придумать. И просыпаться будем. Потому что если нету солнца, будем спать до Спать, 12 дня. Не, Это нужно. вообще не про нас. А вообще можно, вот знаешь, придумать на следующее вот лето красивый навес. Я картинку покажу зрителям, а тебе сейчас покажу, какой запланировать, и он будет съемный. Хорошая идея, кстати. Хорошо, подумаем.
красота. Солнце зашло, хорошо потрудились. Теперь можно в нашей такой мини-беседке на крылечке посидеть, арбузика покушать. М-м-м. Если вы тоже сейчас кушаете, приятного вам аппетита. Прохладный, хорошо. Я сильно плямкаю. М-м. Арбузик летом с холодильничка. Супер. Это сейчас наша основная еда. Фрукты, ягоды И вода. и вода. Ну, на этой вкусной, приятной, красивой ноте мы будем заканчивать наше видео, дорогие друзья. Спасибо, что вы остаетесь с нами, поддерживаете нас просмотрами, лайками, комментариями. Кто не подписался на наш канал, обязательно подписывайтесь. Кто не может смотреть нас на YouTube, мы дублируем наши видео на Дзен, на ВК, ну и также переходите в телеграм-канал, там тоже много всего интересного. Да, спасибо, что вы сегодня были с нами. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.